Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами готовим ленивые голубцы. Обычные голубцы я уже готовила на своем канале, сегодня будем готовить ленивые. Голубцы получаются вкусными и нежными, настолько вкусными, что пальчики оближешь. Давайте готовить. Для этого нам понадобится 500 грамм фарша. Вот он у меня в таком виде заморожен. И всем рекомендую так замораживать фарш. Очень быстро его можно разморозить. Далее 1 средняя морковь, 4 средние луковицы весом 260 грамм. Дальше нам понадобится рис. У меня обычный круглозерный, тут 70 грамм. 2 столовые ложки с горкой крахмала, для того, чтобы объединить фарш. И 700 грамм капусты. Капуста у меня зимняя, поэтому измельчать я ее буду на кухонном комбайне. Также нам понадобится 4 столовые ложки панировочных сухарей, 1 яйцо, соль и перец. Итак, давайте готовить. Ну а теперь самое простое. Фарш перекладываю в миску, лук нарезаю кубиком, а морковь на свекольную терку. 3 луковицы из 4 идут в фарш, а 1 вместе с морковью идет в зажарку. На сковороде с растительным маслом вначале обжариваю до прозрачности лук, затем добавляю к нему морковь. Все обжариваю вместе примерно где-то минуту. Далее добавляю на сковороду томатную пасту, все перемешиваю и вкусная зажарка готова. Параллельно зажарке я отварила в подсоленной воде до полуготовности рис. Добавляю его к фаршу и луку. Добавляю чайную ложку соли, пол чайной ложки молотого черного перца и перемешиваю все предварительно ложкой. Капусту я нарезала на кусочки поменьше и в несколько приемов измельчаю ее в кухонном комбайне. Далее в фарш добавляю 2 столовые ложки с горкой крахмала. Это сделать обязательно нужно, чтобы скрепить фарш, чтобы ленивые голубцы держали форму. По той же причине мы добавим еще 4 столовые ложки панировочных сухарей, но это будет чуть позже. Теперь я добавляю ошпаренную капусту. Вот видите, пар идет. Это сделать тоже обязательно нужно, чтобы она стала более пластичной. И вымешиваю фарш уже вместе с капустой, крахмалом, яйцом и панировочными сухарями. Друзья, фарш я вымешала. Вот так он выглядит. Фарш нужно подольше вымешивать, чтобы он был более-менее пластичным. Фарш постоял примерно около часа. Этого достаточно. И теперь я смачиваю руки и формирую голубцы. Небольшие, чтобы их удобно было переворачивать. Мы их будем обжаривать на сковороде. Вот такие у меня голубцы. Друзья, вот столько у меня получилось голубцов. Всего 16 штук. И теперь каждый голубчик я буду обсыпать мукой и выкладывать на ту же самую сковороду, где обжаривался лук, морковь и томатная паста. Просто обмакиваю в муку голубчик, сбрасываю лишнюю, чтобы она не горела, и выкладываю на сковородку. Голубцы я обжариваю на огне ниже среднего. Вот такая небольшая корочка будет достаточно. Голубцы получаются красивой
формы, ничего не распадается, они такие аккуратненькие, слегка обжаренные, и их аккуратная форма говорит о том, что достаточно было и крахмала, и панировочных сухарей, и одно яйцо там, если помните, мы положили, для того, чтобы голубцы держали форму, а это очень важно. Зажарку я переложила в чугунную утятницу, добавляю сюда пол-литра горячей воды, подсаливаю ее и перекладываю ленивые голубцы из сковороды в утятницу. Здесь они будут тушиться. У меня обжарилась уже следующая партия голубцов, и я их выкладываю в утятницу. Вообще, друзья, утятница чугунная – это очень хорошая посуда для тушения. Если у кого-то нет, обязательно приобретите, потому что тушить овощи, тушить какие-то объемные блюда, утку, гуся, это просто незаменимая вещь, потому что тепло расходится равномерно по посуде. В общем, я очень и очень ею довольна. В утятницу добавляю лавровый лист, закрываю утятницу крышкой и оставляю на медленном огне тушиться голубцы примерно на час. Теперь необходимо сделать из соуса подливу. В 250 мл обычной холодной воды я добавляю столовую ложку с горкой муки. И венчиком размешиваю эту смесь. Лучше это делать венчиком, потому что от ложки будут комочки. Я добавляю мучной соус к голубцам. Стараюсь это делать равномерно. Через пару минут подлива загустеет и будет очень вкусной. Я поливаю каждый голубчик этой вкуснейшей подливой. После чего выключаю огонь на плите, закрываю крышкой утятницу и дам настояться голубцам минут 10-15. Ленивые голубцы готовы. Вот так, друзья, из полкилограмма фарша мы с вами приготовили целую гору вкуснейших, нежных, мягеньких, ароматных ленивых голубцов. Голубцы выглядят восхитительно. Посмотрим, какие они в разрезе. И какие они на вкус. Ну что я могу сказать? Что называется, нежнейшие и вкуснейшие. Лучше не придумать. Очень рекомендую всем приготовить такую вкуснятину. Наслаждайтесь вкусной домашней едой. Ну а я, как всегда, вам говорю до скорых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.